Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю знаменитый, роскошный болгарский торт гараш. Торт этот шикарный, очень насыщенный во вкусе. Готовится он без глютена, без пшеничной муки. Очень шоколадный на вкус. Готовится с очень большим количеством орехов. Название этого торта не имеет ничего общего с местом хранения автомобилей. Торт этот назван в честь кондитера, который создал этот рецепт более 100 лет назад, Коста Гараш. И является он классикой болгарского кулинарного искусства, и в том числе и, конечно же, мировой классикой. Для приготовления этого торта я буду разделять яйца на желтки и белки. Здесь у меня диаметр большой, я сегодня буду готовить 28 сантиметров в диаметре этот торт. Я буду разделять 14 яиц на желтки и белки. Если вам нужен маленький тортик 20 сантиметров в диаметре, вам просто нужно взять всех ингредиентов вдвое меньше. Итак, сначала я приготовлю крем, потому что он должен будет у нас остывать, и для этого я его приготовлю в начале. 300 грамм сахара, 16 грамм ванильного сахара, 14 желтков. Желтки желательно всегда накрывать, сколько бы они ни стояли, пищевой пленкой, чтобы они у вас не покрылись корочкой даже за то время, пока вы будете просто элементарно готовить другие ингредиенты для этого крема. Это очень важный момент. 350 мл сливок, у меня здесь 20% жирности. Вы же можете брать любые сливки, но лучше брать сливки, а не молоко для этого крема. Крем нежнейший, крем очень богатый во вкусе у нас получится. С очень большим количеством шоколада, но это так и нужно именно для этого торта. Вот это его такое отличие. Все очень хорошо я перемешала. И сейчас на умеренном огне в кастрюле обязательно с толстым дном при непрерывном помешивании я довожу всю эту массу до кипения. Когда пошли первые пузыри, провариваю буквально 20 секунд, потому что желтковая масса может пойти крупинками. И сразу снимаю с огня. Перемешиваю еще раз и добавляю туда 400 грамм темного шоколада. 56% какао здесь у меня в шоколаде. Можете 60% какао брать. Это не столь критично. Поэтому сахара мы брали так много для этого крема. Сейчас я перемешала все это до однородности. Перелила в ту емкость, где у меня будет заварная основа, остывать до комнатной температуры. Ни в коем случае не до холодного состояния. Итак, сейчас будем готовить коржи. 14 белков здесь у меня, 16 грамм ванильного сахара, щепотка соли. Взбиваю до состояния пены и добавляю туда 280 грамм сахара. То есть в этот торт, в коржи не идет такое большое количество сахара, как нам привычно обычно для меренговых коржей ореховых. Очень насыщенный торт во вкусе. После добавления всего сахара я буду взбивать примерно 7 минут всю эту меренгу. Миксер у меня маломощный, 300 Вт. Прекрасно все взобьется. Вот такая устойчивая, красивая глянцевая меренга должна получиться, но не до состояния губки. То есть она должна быть очень красивая, рельефная, но не перевзбитая. Это меренга. И сейчас сразу я туда буду вмешивать орехи. Для этого торта в классическом варианте, конечно же, идет грецкий орех. Здесь у меня 580 грамм молотого грецкого ореха не обжаренного, 40 грамм кукурузного крахмала. Все перемешиваю и порциями просто большим венчиком вмешиваю сейчас в белки. Белки должны быть хорошо взбиты. И сразу очень аккуратно перемешиваем, долго ничего не мешаем. Вся эта масса объединяется очень быстро. Также хорошо в этом торте очень звучит, так скажем, лесной орех, то есть фундук. С миндалем я этот торт делать не советую. Я готовила как-то с миндалем, мне не понравилось. То есть очень такой размытый вкус получается. Вообще нужен грецкий орех. 4 вот такие силиконовые лопатки стандартные я выкладываю на корж. Я взяла специально белый пергамент, силиконизированный он у меня, и нарисовала круги на обратной стороне пергамента 28 сантиметров по крышке. Очень удобно это делать. Выпекать я буду с конвекцией при температуре 170 градусов Цельсия на среднем уровне примерно 12 минут каждый корж. Это в моей духовке. Вы же смотрите по вашей духовке. Если у вас нет конвекции, 175 градусов Цельсия примерно 20 минут будет выпекаться каждый корж. Это очень все индивидуально. И здесь что очень важно, все коржи нужно сразу нанести на пергамент. То есть сразу, как в пирожных макаронс, отсаживаем все коржи на пергамент. Не даем стоять этому тесту в миске. Сразу нанесли и разложили на рабочей поверхности. Вот так выглядит уже испеченный корж. Он не должен липнуть к рукам, но он мягкий.
и слегка такой зарумянившийся должен быть. Итак, я отпекла все 6 коржей. Заварная основа у меня остыла до комнатной температуры и готовлю крем. 300 грамм размягченного сливочного масла я взбила до пышности и добавляю туда всю заварную основу. Она у меня еще такая, даже я бы сказала, слегка-слегка теплая. Но мне так и нужно, в принципе, потому что крем я буду наносить ложками на эти коржи, и очень удобно он будет наноситься. А для украшения он уже у меня зафиксируется потом, этот крем. Итак, я взбиваю все это до однородности просто. Крем готов, крем очень шоколадный и очень-очень вкусный. Но это особенность вот торта гараж, что крем нужен именно очень насыщенный. И начинаю сразу сборку торта. То есть вот эти коржи, они очень хорошо берутся в руки. Они, конечно же, очень нежные, с ними нужно обращаться аккуратно, но они не должны у вас липнуть к рукам. То есть, если вы их приготовили правильно, у вас все это получится. Кремы я выкладываю примерно по 4 столовые ложки на каждый корж. Еще раз повторяю, если вы захотите делать торт 20 сантиметров в диаметре, вам нужно просто всех продуктов взять вдвое меньше. Здесь все очень просто. Итак, крема больше на каждый корж я брать не советую. Это идеальное количество крема. Коржи эти можно уже готовые хранить вот так вот на решетках, можно просто на пергаменте их оставлять. Если у вас пергамент не силиконизированный, перед выпечкой его нужно слегка смазать минимальнейшим количеством растительного масла без запаха, этот пергамент. Вот так показываю вам, как этот корж выглядит с обратной стороны. Прекрасно его можно брать в руки, каждый этот корж. Он не должен быть у вас хрустящим, как сухарик, он мягкий, каждый этот корж. Вот так, чтобы вам сориентироваться, до какой степени его запекать, этот корж. Слегка он, когда подрумянился, сразу его уже следует вынимать из духовки. Таким образом, я собираю сейчас весь торт. Последний корж у меня, я его выкладываю вот так вот дном, чтобы было более ровно. И сейчас остатками крема я обязательно выравниваю верх и боковины торта. На боковину идет много крема, потому что коржи были все равно какие-то неравномерные, потому что так ровно на глазок сделать невозможно. Сейчас я убираю где-то на час этот торт в холодильник. Итак, после холодильника я сейчас выравниваю остатками крема, уже финишное такое выравнивание делаю всему торту, чтобы глазурь уже финишная у меня распределилась идеально по поверхности и по боковинам торта. Вот это сделать очень важно. Для этого я оставляла крем. Крем у меня стоял просто на столе, с ним за час ничего не произойдет. И убираю сейчас после финишного выравнивания опять в холодильник. Здесь у меня 100 грамм молочного шоколада 40% какао. Добавляю туда 100 грамм сливочного масла и обязательно на водяной бане, только на водяной бане растапливаю всю эту смесь. Это смесь для глазури. И выливаю сейчас всю эту глазурь на поверхность. То есть шпателем здесь сверху, чтобы была идеальная ровная поверхность, ничего разравнивать не нужно. Слегка сейчас буду наклонять торт, и глазурь сама уже распределится у нас по тортику. Очень аккуратно, очень бережно, а то, что стечет у нас на боковины, это как раз будет украшением боковинок торта. Все, с верхом торта я ничего больше не делаю, разравниваю только бока торта. Как раз этой глазури идеально хватит. Разравниваю шпателем. По традиции он украшается, этот торт, фисташковой крошкой. Я также слегка боковины торта украшу фисташковой крошкой, и потом верх также, пока еще глазурь не застыла. Уберу сейчас минут на 20 в холодильник, чтобы верх глазури весь полностью схватился. Сейчас разделителем для тортов делаю вот такие обозначения для порций. Очень красиво потом это будет выглядеть. Вы можете этого не делать, можете просто украсить. И остатками крема я сейчас наношу такие завитки на каждый порционный кусочек. Насадка здесь у меня кондитерская большая. Насадка 7FT называется. Она продается везде на всех маркетплейсах. Это очень доступная, в принципе, насадка. Можете любую здесь насадку использовать, можете вообще по-другому украшать, как вам нравится. И весь крем у меня полностью сейчас ушел уже на этот торт. Каждый завиток я посыпаю также фисташковой крошкой, и в принципе торт уже готов. Этот торт готовится не намного сложнее, чем торт «Молочная девочка». Также мы наносим тесто на коржи,
распределяем шпателем. Ничего здесь сверхсложного нету в этом торте. Главное просто приспособиться и все коржи сразу нанести на пергамент и потом их уже выпекать, чтобы у вас тесто не разжижилось. Это основа для всех, в принципе, меренговых тортов. Нарезаю я его сухим горячим ножом, этот торт. Торт очень красивый в разрезе, плотный как бы на вид, но если дать ему минут 15 постоять при комнатной температуре, он будет нежнейший. Коржи внутри очень мягкие, очень пропитанные и очень много там орехов. То есть это отличает как бы от других меренговых тортов. Это торт гараж. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.